Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня мы с вами будем говорить вот об этом джемпере. Я решила назвать его просто лавандовый джемпер крючком, потому что вот этот цвет мне напоминает семена лаванды или вот эти веточки засушенные лаванды, очень похожи, поэтому так и будет называться лавандовый джемпер крючком. Модель здесь несложная, связанная со скосом плеча, вывязанный окат рукава. Кому интересно связать нечто подобное крючком, милости прошу. Сегодня у нас с вами мастер-класс на вязание. Итак, сразу же я положила изделие на весы. 354 грамма вес моего джемпера. Вязала я его из пряжи. Это пряжа наша отечественная, производитель Хэмпас. Значит, здесь в составе меринос. Так, 47% лен и 53% меринос. Вот такой состав. Ниточка состоит из 3 нитей мериноса и 3 нитей льна. Вот такая вот ниточка, посмотрите. Сиреневый это меринос, а мятный цвет это лен. Я оставлю в описании к видео вам ссылочку. Меня очень часто спрашивают про эту пряжу. Продается она только в маркетплейсах, Wildberries или Озон. Я беру только Wildberries, потому что мне так удобнее. Пряжа полностью натурального состава. Хорошая, достойная пряжа. Значит, здесь 333 метра в 100 граммах я вязала крючком номер 3. Кловер. Все это изделие. Вот я взвесила бобинку. Бобинки продаются по 500 граммов. Значит, вместе с конусом 540. Соответственно, у меня 174 грамма пряжи осталось. Давайте с вами теперь посмотрим, что по параметрам. Изделие, конечно же, уже постиранное, отпаренное. После стирки, что хочу сказать. Цветоотдачи нет. Чистая водичка. Это меня очень порадовало. Единственное, на что нужно учитывать, то, что в ширину дает усадку. Это пряжа, но это лен, скорее всего. У него есть такое свойство. Поэтому у меня было пошире. Так, давайте я вам скажу, что у меня получилось. Так как здесь скос плеча, вот от самой верхней точки, получается 54. И от крайней точки плеча получается почти 50. По ширине. В полуобхвате получается 44. Пройма у меня здесь получилось 15. А рукав по ширине. Рукав вяжется прямо 13. Был больше, шире. Ну вот, усадку дает. Так, по длине рукав получается, вот если здесь 44 и по
Так, не 44. 42. А если верхняя точка, да, 50, почти 50. Плечо. Плечо, длина плеча без обвязки 15 сантиметров. Наверное, все основные я вам параметры сказала. Для обвязки я использовала вот такая пряжа. Она мне уже очень давно. Это одни из самых первых моих закупок бобинной пряжи. У меня была кофточка, связанная вот из такого цвета. Очень я ее долгое время носила, стала немножечко закатываться. И вот только в прошлом году, так скажем, я ее уже отложила и не стала надевать. Так она достаточно в моем гардеробе. Часто я ее надевала. Вот 4 ниточки, 1500 метров в 100 граммах. Это полумеринос, но здесь мериноса то ли 60, то ли 70. 60 на 40, по-моему. 60 меринос и 40 полиамид. И я решила использовать, так как здесь вот один в один такой же сиреневый цвет используется вот здесь. И я решила сделать контрастную обработку всех манжет. И делала я это спицами. Все я это показываю в мастер-классе, как я набирала, как я вязала. И закрытие я попробовала иглой. Тоже показываю, как я это делаю. Это эластичное закрытие. Мне, кстати, очень понравилось это закрытие. И эта пряжа я вязала на спицах 2,5, чтобы резинка была плотнее, чтобы она все-таки держала форму. Да, действительно, такой эффект есть. Она не растягивается, она не расхлябанная. И у меня внизу такая резиночка, тоже закрытие иглой, и на горловине. Что я заметила? Значит, этот джемпер я надевала уже дважды. В один день было очень тепло, а в другой день, наоборот, было прохладно, подувал ветерочек. И на работе бывают такие моменты, когда я выхожу в вестибюль, встречаю или провожаю детей, и постоянно открывающиеся двери, да, то есть все равно создают, то есть ветер подувает. И что я заметила? В этом изделии очень комфортно. Нет такого, что подул ветерок, и ты это ощущаешь. Нет, вообще не ощущаешь. То есть, если прохладно, то в нем комфортно. И наоборот, когда было достаточно тепло в помещении, в нем не жарко. И это скорее свойство льна. Именно лен такие свойства проявляет в нем. Это не совсем стопроцентная летняя пряжа. Почему я хочу рассматривать лен и смешиваю его с разными составами? Мы привыкли думать, что лен это только чисто летняя пряжа. Но если добавлять лен с мохером, с мериносом, это прекрасная альтернатива для зимних вещей. Полотно здесь, оно, ну как сказать, оно не очень тонкое и не толстое, оно очень комфортное, приятное, не колючее. Конечно, лен, он дает плотность и самому полотну. И также нужно учитывать, что будет усадка по ширине. У меня, потому что было пошире, я когда вязала отдельными деталями, да, здесь связано отдельными деталями, я примеряла по своему изделию. Я очень часто свои изделия использую как выкройки. Тем более, что мне нужно было вывязать скос плеча. Ну, немножечко подсела. Но ничего, как бы, в принципе, и в этом варианте меня вполне устраивает. После того, как я постирала, вы это сразу заметите, что пряжа уселась. Когда высохла, по изнаночной стороне утюгом с паром прохожу и немножечко вот так разглаживаю это полотно. Все замечательно, выравнивается. Но мне понравилась эта пряжа. И всегда каждая рукодельница для себя решает, после того, как она попробовала вязать новой пряжей, мы для себя делаем вывод, хотим мы еще с этой пряжей поработать или нет. Вот я с этой пряжей согласилась бы поработать и еще не раз. Мне понравилось, во-первых, то, что здесь
стопроцентный натуральный состав. То, что здесь в составе есть лен, потому что свойства льна, они очень и очень хорошие для нас, для нашей кожи, обладает очень хорошими свойствами. И это изделие, оно не только, например, там на теплую осень или весну, нет, в нем будет не холодно и зимой. Конечно, в мороз, да, в связи с тем, что здесь такие вот дырочки. Но если в помещении тепло, можно и зимой вполне надевать. И вы будете чувствовать себя в этом изделии комфортно. Поэтому болтать больше не будем. Будем вязать. Давайте начинать. Вяжем узор. Набираем необходимое количество воздушных петель. У меня на каждую деталь набрано 110 воздушных петель. 3 петли подъема, первый ряд вяжем, и четвертую петлю от крючка провязываю столбик с одним накидом. Я провязываю удлиненные столбики, но никак это не влияет на узор. И еще я провязываю 4. Всего у меня будет 6 вместе с 3 петлями подъема. 3, 4, 5, 6. 2 воздушные петли. Пропускаем 2 петли в основании и провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушные петли, 5 столбиков с одним накидом. И так мы провязываем весь ряд. Второй ряд вяжется как первый. Над каждым столбиком мы провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. 5 столбиков у нас получается с одним накидом, 2 воздушные петли. Точно так же, как первый ряд провязываем. 2 воздушные петли, и дальше у нас опять 5 столбиков с одним накидом. И так мы вяжем до конца ряда. Третий ряд. 3 петли подъема, поворачиваем вязание, воздушная петля, посередине столбик без накида. И теперь вот под эту арочку провязываем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Третий столбик провязываем столбик без накида. И дальше повторяем до конца ряда. Теперь эти 3 ряда мы повторим только уже в шахматном порядке. 3 петли подъема, поворачиваем вязание, провязываем 3 воздушные петли. Это только в первом ряду, после того как мы переходим после ракушек. Потом будет здесь 2 петли. Смотрите схему узора. И в центральные 5 столбиков мы провязываем по одному столбику с накидом. Всего 5. 3, 4, 5. 2 воздушные петли. Начиная со второго столбика провязываем 5 столбиков с одним накидом. 2 воздушные петли. Итак, чередуем. Следующий ряд мы провязываем также. И
потом провязываем ракушки, так как провязывали третий ряд. Все то же самое. И затем переходим опять сначала. Итак, провязываем до конца. Так, это получается 6-й ряд. 3 петли подъема. Покажу, как здесь вот по краям эти ракушки. Вот под эту арочку мы провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. В центральный столбик, столбик без накида. Далее мы провязываем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Центральный столбик без накида. И продолжаем. После этого мы провязываем, начинаем с первого ряда. То есть здесь у нас получается 5 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петли, 5 столбиков с одним накидом. И так мы провязываем высоту на необходимую для нас длину. После чего мы будем с вами вывязывать скос плеча у изделия. И дальше уже вязать рукава и обработку. Нам нужно выполнить скос плеча. По спинке я уже скос плеча выполнила. Для этого я выделила, вот посмотрите, у меня раппорт узора. И я что сделала? Я сложила пополам изделие, выделила, сколько мне нужно на горловину, повесила маркеры. И у меня получилось, я вот по этим дырочкам считала, у меня получилось 6 дырочек. Если по ракушкам, то их получится 5. Если по этим ракушкам. По краям у меня получается 5. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь каждый вот этот элемент, вот эти за каждой группой столбиков из 5 столбиков я повесила маркер. Это будет у нас как бы для того, чтобы понимать, откуда и куда мы шагаем. Здесь по спинке у меня получается высота вот этого скоса на 1 раппорт узора в высоту. Вот тут, если посмотреть, почти на 1 раппорт узора в высоту. То есть ракушки здесь уже я не вывязывала. По передней части, по полочке, я вам буду показывать именно по полочке скос плеча. У нас углубление должно быть глубже. Здесь вы определяете. Точно так же я выделила, но у меня, видите, что значит раппорт идет другой. Здесь у меня ракушки, как я и сказала, их 5. Я выделила по центру. А дальше вяжем вверх. С одной стороны я уже скос плеча сделала и буду делать с другой. Значит, я прикрепляю нить. Здесь у меня получается, что нить вот с этой стороны прикрепляется. Я смотрю по рядам. То есть, если здесь у меня ракушка по лицевой стороне шла, то вот этот ряд, он идет у нас, видите, как бы столбики идут, выделяются, они как изнаночные. Но когда вы постираете, все это сравняется и сгладится, и ничего этого не будет заметно. Поэтому нить я прикрепляю вот с этой стороны. Сейчас я ее прикреплю. Узелки я сразу не завязываю, я просто хвостик оставляю подлиннее. Это все потом я буду убирать.
И здесь я прикрепляюсь не там, где у меня маркер. У меня должен быть ряд, где группа из 5 столбиков. А именно вот сюда. И здесь у меня будет 3 петли подъема. 3 петли подъема. 1, 2, 3. А дальше в следующие я провязываю по одному столбику с накидом. Я вяжу удлиненные столбики, хоть удлиненные, хоть обычные столбики. На узор это никак не влияет. Просто повыше получаются столбики и повыше вот эти вот ракушечки. Поэтому я приняла решение, что у меня будут удлиненные столбики. А еще одна причина, что при таком способе вязания вот здесь у нас всегда столбики подтянуты, о чем я говорю. Вот нет провисания. Если я провяжу просто столбик, но видите, вот здесь как бы особенно заметно, когда с края начинаешь, как будто бы что-то провисает. А вот при таком способе вязания удлиненным столбиком столбики очень подтянутые. Но роли никакой не играет, потому что меня часто спрашивают, меняется ли узор. Нет, узор никак не меняется от такого способа провязывания. Просто столбик сам по себе становится чуть выше. Значит, сейчас я дохожу до конца и провязываю вверх. У меня получается это 1, 2, 3. Мне нужно провязать 3 раппорта в высоту. Вот я первый уже начала. По узору провязываю вверх. Самое главное, вот я вам сказала, что здесь, потому что я сначала прикрепилась вот сюда, сделала 2 воздушные петли, как вот здесь, и у меня получился скос плеча шире, чем по спинке. Поэтому вот именно прикрепляемся к столбикам. Итак, 3 раппорта в высоту. Я провязала необходимое количество рядов вверх. Это у меня получился первый раппорт, второй раппорт и начало третьего. Третий раппорт завершается вот этими ракушками. Вот они у меня пойдут как раз сейчас. Можно повесить маркеры для того, чтобы знать, до какого места мы двигаемся. В конце каждого вот этой группы из 5 столбиков я вешаю маркеры. Я их вешаю все время разные по цвету. Как раз это мне и помогает двигаться до того маркера, который нужно. Вот это бы вообще мы будем доходить вот до этой дырочки, но я прикрепляю к последнему столбику. Сейчас я буду провязывать. У меня следующий ряд это ракушечки. И я буду довязывать вот до этого розового маркера. Провязываю 3 петли в высоту, поворачиваем вязание, еще одна петля, центр столбик без накида, и далее я вяжу по узору 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прикрепляемся. И так я вяжу. Вот я сюда прикреплюсь, здесь в центр, и я подключусь к вам. Я прикрепилась, и вот сюда я уже не буду провязывать вот эти ракушечки. Я провязываю 3 воздушные петли и здесь прикрепляюсь столбиком соединительным, и вот сюда тоже соединительным столбиком. Поворачиваю вязание. Так, 1 петля подъема, поворачиваем вязание. И теперь я дойду вот сюда, мне нужно до оранжевого маркера. Под арочку с соединительными столбиками продвигаюсь вперед.
мне нужен вот этот столбик крайний. Так, крайний. 1, 2, 3, 4, 5. Вот сюда провязываю столбик без накида. В следующий я провязываю полустолбик с одним накидом. В следующий я провязываю обычный столбик. А далее я продолжаю уже вязание, как вязала. Столбик удлиненный, еще один удлиненный столбик, 2 воздушные петли и дальше 5 столбиков с одним накидом. Провязываю таким образом до конца ряда. 3, 4, 5, 2 воздушные петли, 5 столбиков с одним накидом. Воздушные петли, и в третью петлю я провязываю столбик с одним накидом. Три петли подъема, поворачиваем вязание, и теперь в обратную сторону я иду вот сюда, до сюда. 2 воздушные петли. Здесь я провязываю 5 столбиков с одним накидом. И теперь я буду идти, чтобы у меня был скос, 2 воздушные петли. Провязываю столбик с одним накидом удлиненный, второй столбик с одним накидом удлиненный, теперь третий обычный столбик, полустолбик с одним накидом, столбик без накида, и вот сюда соединительный столбик. Поворачиваю вязание. Так, 1 петля подъема. Поворачиваем вязание. Соединительными столбиками я иду вот в этом направлении. Здесь должны быть ракушки, но я их не буду вязать, иначе у нас некрасиво получится. Волны на плечах, они нам не нужны, поэтому мы здесь завершим столбиками. Также у нас будет. И вот я сюда шагаю соединительными столбиками в крайний столбик. Получается столбик без накида. Дальше полустолбик с одним накидом, обычный столбик, удлиненный столбик, удлиненный столбик. И вот здесь я провязываю не воздушную петлю, а в третью петлю подъема я провязываю столбик с одним накидом. Вот так. Вот у нас с вами получился скос плеча. Теперь нить отрезаем, оторвать не получится. И буду сшивать соединительными столбиками. Все так соединю. И соединительными столбиками пройдусь по плечевому шву. Рукав. На рукав я набрала 75 столбиков и вязала прямо. Рукав прямой хочу, но посмотрю, как в плане обработки, что у меня получится. Рукав прямой снизу вверх с окатом рукава. Вот сейчас я вам покажу, как я вывязываю окат рукава крючком. Вот у меня второй рукав. Хвостик — это нижняя часть, хвостик справа. Берем маркер, складываю рукав пополам и нахожу середину рукава. На середину у меня получается
центральный из 5 столбиков. Повесила маркер, и теперь я беру маркеры разных цветов. Для чего я это делаю? Для того, чтобы было удобно видеть сразу же, до какого места мне нужно доходить. Итак, значит, вешаю маркеры. У меня получается первый маркер. Вот группа у меня из 5 столбиков после воздушной петли. И с противоположной стороны я делаю то же самое. Берем второй цвет. Вот эта группа из столбиков после воздушной петли на первый столбик. И с обратной стороны делаю то же самое. Теперь берем следующий цвет. То есть цвет нам подскажет. Я запоминаю по цветам. Следующая группа, где первый столбик. Так я развешиваю маркеры. И последний у меня маркер. Нашла свою ошибку. Вот этот маркер повесил очень далеко. То есть здесь с этой стороны. Вот у меня группа, после воздушной петли повесили. Эту группу после воздушной петли повесили. Маркеры я развесила. Нить у меня с противоположной стороны. И сейчас с соединительными столбиками. Сейчас мы наденем на крючок эту. Надели. Сейчас, секунду. Итак, 1 петля подъема, поворачиваю вязание и с соединительными столбиками иду до желтого маркера. В петлю заводим крючок и протягиваем. В петлю завожу крючок, протягиваю. Через все петельки так делаю. Под цепочку из воздушных петель 2 соединительных столбика. И я пришла в петлю, где у меня желтый маркер. Делаю столбик без накида, накид на крючок. Следующую петлю вяжем полустолбик с одним накидом. Следующую петлю провязываю простой столбик с одним накидом. И дальше я начинаю вязать удлиненными патентными столбиками по узору. Вяжу я по узору. И в обратную сторону, когда я дойду вот здесь у зеленого маркера, я вам покажу, как я буду делать убавление до желтого маркера. Я дошла до зеленого маркера, и теперь мне нужно дойти до желтого. Первые 2 столбика я вяжу удлиненные столбики, патентные. Провязываю первый и второй. Теперь я провязываю в 3-ю петлю обычный столбик с одним накидом. Теперь в 4-й полустолбик с одним накидом. И в последнюю петельку я провязываю столбик с одним, столбик без накида. А теперь вот сюда под цепочку из воздушных петель я провязываю соединительную петлю. 1 петля подъема, поворачиваем вязание. До зеленого маркера мы теперь соединительными столбиками продвигаемся вперед. Продвигаемся соединительными столбиками. И у меня
этот ряд получается с ракушками. Поэтому я соединительными столбиками должна продвинуться до центра вот этой группы. Вот сюда я должна прийти. Значит, я под цепочку из воздушных петель 2 соединительных столбика. И здесь в крайние 2 соединительных столбика. Теперь в третий я провязываю столбик без накида. И далее я вяжу по узору. Здесь у меня идут ракушки. Под цепочку из воздушных петель 7 столбиков с одним накидом провязывается. И так я провязываю по узору. Давайте вот до оранжевого маркера, и мы с вами встретимся. Я дошла до оранжевого маркера на противоположной стороне. Здесь я провязываю 7 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь в центральный столбик я завяжу столбик без накида. И в соседний я провязываю соединительный столбик и еще один провяжу соединительный столбик. 1 петля подъема, поворачиваем вязание. Теперь я прохожу соединительными столбиками до середины моей ракушечки. Соединительными столбиками. 1, 2, 3. И вот этот центр. В этот центр я провязываю столбик без накида. Теперь следующий я провязываю полустолбик с одним накидом. В следующую петлю я провязываю столбик с одним накидом. Далее у меня получается 2 воздушные петли по узору. И далее я вяжу так, как мне нужно вязать по узору. Провязываю по узору вот до оранжевого маркера получается. И я провязала вот эту группу, как обычно, 2 воздушные петли. Теперь провязываю столбик с одним накидом обычный. Дальше я провязываю полустолбик с одним накидом, столбик без накида, и в соседнюю я провязываю соединительный столбик, воздушная петля. Поворачиваем вязание и соединительными столбиками продвигаемся вот до этого столбика. Сам принцип вывязывания несложный. Я сначала тоже думала, ну вот как спицами так просто вывязать, а как же вывязать крючком. Но поняла потом для себя, что абсолютно любой узор, даже крючковый, можно подчинить, так скажем, и вывязать окат рукава так, как нам нужно. Соединительными столбиками я прошлась. Теперь в следующий я провязываю. Так, сюда в крайний я должна провязать столбик без накида. Первую петлю провязываем столбик без накида. Далее провязываем полустолбик с одним накидом. Обычный столбик провязываем. А далее я провязываю патентными столбиками. Или удлиненными, как их называют очень часто. Далее я вяжу по узору. Вот у меня этот розовый маркер. Вот он. И значит, когда я приду вот сюда, я здесь уже буду вязать в обратную сторону, как здесь начинала. Провязываю обратную сторону. 2 столбика я провязала, как я вяжу. Далее обычный столбик, полустолбик с одним накидом, просто столбик и вот сюда подарочку соединительную петлю. Следующий ряд должен быть с ракушками, но я его буду провязывать тоже
столбиками. Вот это у меня будет ряд завершающий. Провязываем одну петлю воздушную. Дальше соединительными столбиками продвигаемся вверх. У меня вот эти два остается провязать. Значит, я провязываю соединительными столбиками. Под цепочку из воздушных петель 2 соединительных столбика. И теперь вот сюда в первый провязываю столбик без накида, полустолбик с одним накидом, обычный столбик. Далее провязываю 2 удлиненных столбика, 2 воздушные петли, 2 удлиненных столбика, обычный столбик, полустолбик с одним накидом, столбик без накида и подарочку соединительный столбик. Все, здесь я ниточку отрезаю, и вот, пожалуйста, посмотрите, мы с вами вывязали окат рукава. Теперь я буду собирать свое изделие. Собираю я крючком соединительными столбиками, и у меня остается обвязка. Обвязку я хочу сделать на контрасте. У меня есть вот такой меринос сиреневого цвета. Хочу попробовать. Перед тем, как я перейду на обработку контрастной нитью, я обвязываю горловину столбиками без накида. И по передней части, когда я выполняла деление на горловину, я закончила, когда у меня был ряд ракушками. И чтобы мне выровнять этот ряд, я провязываю по горловине узором следующим образом. 2 воздушные петли и вяжу 5 полустолбиков с одним накидом в эти ракушки. То есть у меня здесь будет как бы как по узору, но не высокие столбики, а именно вот полустолбики. 5 провязала, как по узору положено, 2 воздушные петли, и дальше тоже так же провязываю. А потом я уже перейду на просто столбики без накида, как бы установочный ряд, а затем возьму контрастную нить и хочу я обвязку попробовать спицами сделать. Так вот. Вот здесь у меня эта ракушечка получается последняя, чтобы показать вам, как я перехожу дальше вязать столбиками без накида. Ниточка может расслаиваться, да, такой момент есть, потому что у нас все-таки здесь в составе лен. Так, 3, 4, 5. И здесь, посмотрите, я провяжу 2 воздушные петли, а дальше вот сюда провязываю столбик без накида. Все. И дальше столбиками без накида я иду в начало, где прикрепляла. То есть здесь у нас выровнялось. Значит, что я сделала? Я вточала рукава. Вот я рукава вточала и соединила рукава. Боковые швы не соединяю. По какой причине? Когда я начала вязание, вот у меня спинка, у меня вот эта часть, вот когда я провязала, я постирала. А дальше у меня не постирано. Я считала по раппортам, и смотрите, то есть у меня передняя часть сейчас короче. Почему? Именно по той причине, что у меня можно как, конечно, соединить, так вот вытянуть и соединить. Но я не знаю, или мне постирать, а потом уже обвязку. Я думаю, честно скажу, может быть, с разрезиками сделать. То есть у меня тут будет обвязка, небольшие разрезы. Вот пока я не знаю даже.
Ну ладно, сейчас я горловину все-таки попробую контрастной нитью. Сейчас возьму спицы и хочу здесь набрать прямо по горловинке спицами, ее обвязать, если все мне понравится. Манжеты я решила выполнить резинкой, контрастной нитью. Как я это делаю? Значит, ниточку я прикрепила, и теперь вот она, нить рабочая, продеваю между столбиками, под арочку. Получается только одна петля у меня. Самое главное, нужно считать. То есть вот я сейчас по низу буду делать. У меня с одной стороны 82 петли, и с другой стороны тоже должно быть 82 петли. Набираю, и далее я вяжу по кругу. Резинки у меня связаны. Лицевая, изнаночная. Лицевая вяжется за заднюю стенку, поэтому она получается вот такая рельефная. Закрытие я выполнила иглой в этот раз. Я связала необходимое количество рядов и хочу показать вам, как я выполняю закрытие иглой. Закрытие начинается с изнаночной петли. В круговом ряду у нас петли изнаночные перевернутые. Я ее разворачиваю, эту петлю, вдела нитку в иголку, нитку обрезаем длиннее. Так, слева направо вводим нить. Протягиваем через эту петлю. Теперь в соседнюю петлю лицевую подхватываю и в следующую петлю протягиваю нить. Так. И теперь протягиваю нить через изнаночную петлю справа налево. И эти две петли со спицы снимаем. Еще раз изнаночную петлю разворачиваю, завожу иголку слева направо, протягиваю нить. Вот единственное, что длинная нить может путаться. Здесь нужно быть аккуратнее. Так. Угу. Теперь подхватываем петлю за одну дужку лицевую и в следующую петлю протягиваем нить. И теперь в первую изнаночную справа налево. Две петли сбрасываем. Изнаночную развернули. Слева направо протянули нить. Лицевую подхватываю за одну дужку и в следующую лицевую протягиваю нить. И в первую изнаночную справа налево. Сбрасываем петли. Вот сейчас покажу. Получится вот такой эластичный край у резинки. Так до конца прохожу по всему
периметру. И на этом все. Остается только ВТО изделие и примерка. И как всегда в конце видео я хочу вам сказать: вдохновляйтесь, творите, создавайте, будьте неповторимы. Но я с вами прощаюсь, надеюсь, совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.